21 января в Центральном доме журналиста состоялось открытие творческого мероприятия под названием «Эхо-фестиваль Кунаки». Фестиваль Кунаки, который проходит в Сочи уже 6 лет, дает возможность режиссерам показать фильмы, призванные разрушить существующие в обществе стереотипы о Кавказском регионе. В работе последнего, шестого фестиваля Кунаки, проходившего с 1 по 6 ноября 2012 года, приняли участие более 70 тележурналистов и кинодокументалистов из всех республик Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Адыгеи, Москвы, а также Абхазии, Белоруссии и Украины. Эхо фестиваля Кунаки призвано помочь столичному зрителю увидеть Кавказ другим. В течение 5 дней в Центральном доме журналиста будут показаны 22 картины, проведены круглые столы и встречи с известными людьми. Организаторы уверены, что именно кино является мощным ресурсом восстановления общего культурного и духовного пространства. Я адыгейка, шапсуженка, муж у меня осетин, жила я в Кабардино-Балкарии, то есть как бы так весь Кавказ замкнулся на мне. И когда я переехала сюда, вот в Москву, значит, то при Союзе журналистов с коллегами был создан Центр этноконфессиональных проблем СМИ. Я возглавила этот центр, один из учредителей моего центра Союза журналистов России. И мы начали заниматься аналитикой вот ситуации вот кавказофобии, исламофобии в СМИ, которые тогда только вот зарождались, да, там где-то лет 10 назад. Всплыли они очень ярко. Вот где-то в этот промежуток России между Нордостом и Бесланом, когда случились эти два страшных террористических акта, и это возбудило в обществе обсуждение вот сегодня Кавказа как такового, вредоносного или невредоносного в российской государственности. Я написала книгу «Россия между Нордостом и Бесланом», где проанализировала вот эти фобии. И, в общем-то, как-то от этой экспертно-аналитической деятельности мы с коллегами, тоже журналистами Северного Кавказа, которые судьба забросила сюда, в Москву, решили заниматься какими-то конструктивными проектами. То есть, понимаете, можно кричать «волки» сколько угодно, но когда не будет какого-то реального дела, на самом деле, вот, как говорится, вера без дела мертва есть. И тогда появилось желание сделать такой кавказский клуб аналитический. И на базе вот Союза журналистов каждый год мы собирались в Сочи, в Дагомысе, где проходил фестиваль СМИ, вся Россия, там собиралось 2500 журналистов. И наш кавказский клуб всегда имел успех, потому что мы обсуждали какие-то очень реальные проблемы, мы пели, приезжали наши артисты, выступали наши деятели культуры и искусства. И так сформировалось какое-то общее такое пространство. И там, в Сочи, зародилась эта идея по приглашению Лазаревской администрации Виктора Петровича Филонова, тогдашний руководитель, на сегодня он является, значит, заместителем мэра города Сочи, то есть вице-мэр города Сочи. Они нас пригласили в Лазаревской проводить такой фестиваль Кунаки. Вот нас, Кавказский клуб, меня лично. Потому что мы всегда вот на этом съезде, на сходе нашем журналистском показывали фильмы из регионов. И вот 6 лет этот фестиваль прописан в Лазаревском Сочи. Лазаревская – это один из районов Сочи. И под патронажем Виктора Петровича Филонова, а в следующем году мы переезжаем уже в сам Сочи с фестивалем, вот уже 6 лет мы делаем реальное медийное пространство. Кунаки. Ну что такое кунаки? Кунаки – это больше, чем дружба, родство, любовь и так далее. Это вот, знаете, я бы здесь синоним такой взяла из Акуджавы. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. И неважно какой-то национальности и веры, потому что мы живем сегодня проблемами России. Дикость нравов – это всеобщая проблема. Падение образования, культуры – это всеобщее. Этот жуткий интернет, насыщенный, так сказать, я не знаю там чем, это тоже общая проблема мира, да, и так далее и тому подобное. И, наконец, вот молодое поколение, которые сегодня в совершенно других условиях формируются. И вот эту связь поколений бы не разрушить, вот, потому что как бы угасает у нас эта роль совета старейшин, вообще роль старшего. Поэтому вот эти и многие другие проблемы стали темами фильмов, которые журналисты со всего юга России, а у нас бывают еще из Беларуси, из Еревана, из Грузии журналисты. Вот, мы и, собственно, смотрим друг у друга на фестивале Кунаки. Помимо фильмов, мы, конечно, проводим круглые столы, мозговые штурмы, мы ездим друг к другу в гости, понимаете, потому что у нас ведь не только Северный Кавказ, у нас Ростовская область, Ставрополь, Краснодар, то есть юг России, Азов, я не знаю, Калмыкия, Нагайцы, то есть вот Астрахань, вот так мы замыкаем юг России. Вот. Я думаю, что с каждым годом, я это называю для себя, вот как президент фестиваля, я ощущаю себя вот на эту неделю таким министром по делам национальности Юга России. Вот так, дай бог, чтобы этот опыт перешел на
все пространство. Чтобы, наконец, федеральным СМИ, федеральному центру стал интересен наш очень сложный, да, местами дикий, да, местами неуправляемый, непокорный, но очень умный, очень мудрый и очень гордый регион под названием Северный Кавказ. Те фильмы, которые про Кавказ, те фильмы, которые снимают кавказцы, авторские фильмы, режиссеры, они как-то проходят мимо большого телевидения, каналов и прочее. И вот спасибо большое Союзу журналистов, Дому журналистов, руководителю Богданову, которые вынесли эту тему на такой высокий уровень. Надеюсь, что после этого фестиваля, фестиваль этот пробудет интерес к кавказским фильмам, о Кавказе, и наверняка это будет иметь продолжение.